Дальше. В мировой литературе есть рассказ про вампиров. Существуют ли такие? Или это художественный вымысел? Существует. Есть определенная болезнь, не помню, как называется. Если вспомните, можете написать. Это боязнь света. Кроме всего прочего, они нуждаются в крови. В древние времена они заказывали у мясников кровь животных, да и сейчас тоже. Кровь – это не только жидкость, в которой много железа. Кровь – это носитель генетической памяти. Люди, которым делают переливание или делали, вам скажут, что после переливания крови у них начали меняться привычки, что они начали видеть какие-то яркие красочные сны из себя в роли других людей. И у многих судьба поменялась и в хорошую, и в плохую сторону, по-разному. Кровь – это носитель нашей генетической памяти. Кровь – это присоединение к нашему роду. Человек, который принимает разные крови, есть люди, которым переливают плазму, кровь и так далее. Но это тоже получаемо из крови, естественно. Переработанная кровь. Этот человек привязывается ко всем вот этим родам, откуда люди, то есть тех людей, кто сдал кровь. Он не становится частью, но имеет привязку. Это как вот невидимая нить. Потом берет на себя определенный груз его проблем и определенные привилегии его хороших поступков этого человека. Отчасти становится носителем его судьбы. Никуда не денешься, это есть. Поэтому во многих культурах кровь спускают. Вот то же самое халяльное мясо, которое в исламе, в иудаизме есть. Кровопускание. Это не просто так делается. Чтобы никакой носитель генетический не перемешался с твоей генетической памятью. И с кровью там готовить или кровяная колбаса и так далее, она появилась больше в Европе изначально. И во многих странах она запрещенная. Потому что в крови находится душа человека. Так говорили в древние времена. Душа – это не в буквальном смысле, а там находится информация, наша фантомная информация. То есть все наши страхи, радости, чаяния, мечты и так далее находятся, вот эта информация находится в крови в том числе. Ну, с другой стороны, если так подумать, какая-то правда в этом есть, потому что если у человека полностью кровь стекается, да, вытекает из организма, человек умирает. То есть душа уходит вместе с кровью. И, значит, вампиризм. Почему они пьют? Вот эта сила чужого рода дает им возможность продлить свою жизнь и получить силу жизни. Были такие случаи, когда исцелялись кровью, когда человеку поставили нехороший диагноз, и какой-то знахарь сказал, что ну, вот именно ему подходит лечение кровью. Он попросил, и родственники начали по очереди сдавать кровь. И он время от времени пил эту кровь. И он исцелился. Я не говорю, что вы это взяли как инструкция по выживанию, нет. Но там была какая-то болезнь, которая лечилась именно кровью. Не знаю, какая, не уточняла. Так вот, вампиризм. На Руси их называли вурдалаки. Потом вурдалаками начали называть оборотней в том числе. Другие, например, южные славяне не называли стригои. Из слова филин, ночная птица, стригой. Некоторые говорят, что поскольку в древние времена
подобные болезни не лечились, поэтому таких людей принимали как не очень нормальных, это мистифицировали и так далее. А вот это на самом деле вот та самая болезнь, которая связана со страхом солнечного света, значит, и прочее. Но вампиризм, понимаете, мы буквально понимаем, есть вампиризм притягивание, вытягивание людей, энергии человека, вот таким ментальным способом, когда человек с тобой разговаривает, улыбается, ты моя хорошая, ой, да что ты говоришь, а как у тебя дела, как давно не виделись, рассказывай, что там нового, как, что. Ты приходишь домой, и как будто тебя выпили, ты обескровила. И очень долго восстанавливаешься. Вытягивает у тебя жизненные силы, просто энергию, здоровье. Это тоже вампиризм, это существует. Бывает дома человек такой, бывает свой ребенок такой, обладающий способностью вытянуть все жилы. Некоторые, например, плачутся, часто жалуются на свою судьбу и забирают у вас жизненную силу и долю. Забирают долю вашу и сами отдают вам свою неустроенность жизни. Это вот такие профессиональные плакальщицы. Они тоже некая такая разновидность вампиризма. Но есть ли те, которые нуждаются в человеческой крови, и были ли за историю такие? Хотя графа Дракулу, знаменитого, европейцы сделали вампиром, потому как завидовали ему господарь Валахии, один из величайших патриотов своего времени, который так любил свою страну, свой народ, и такой порядок навел, что возле каждого колодца стояла золотая чаша, из которого пили, и никто не смел ее украсть, потому что знали, что наказание будет очень страшным. Вот такой он был сильный человек и боролся с турками до последнего, охраняя и защищая свою страну. И, как правило, его предали, конечно, свои. Как бывает чаще всего, да, сильного человека предают именно близкие. Тогда вот могут его одолеть. Этот образ вампира создали именно потому, как он не шел на компромисс, так как он не давал купцам и народным торговать, как они привыкли, за малую пошлину, и больше развивал свою экономику. И в отместку из него, вот из его образа создали вот этого вампира. На самом деле это, конечно, чушь собачья. Он был, конечно, очень жестокий человек, калосажатель его называли. Но этот жестокий человек, просто, во-первых, он был в турецком плену всю свою юность. И те художества, которые он там видел, они послужили тому, что он ожесточился. Во-вторых, он был очень нежный, любящий муж, который обожал свою жену. И когда она покончила с собой во время взятия крепости, чтобы не достаться врагу, он чуть с ума не сошел с горя. То есть, с одной стороны, он был жестокий человек, с другой стороны, был просто безумно влюблен в свою супругу и в свою родину, понимаете? В нем это сочеталось, и никаким вампиром он не был. А дальше уже Голливуд сделал свое дело и создали этот вот образ вампира. Были такие оккультные организации, в которых нужно было пить кровь. Были такие организации, в которых жертвоприношения были человеческие. Например, культ черной кали, которую, кстати, Индира Ганди запретила. Закрыла эти все храмы, и через некоторое время на нее совершили покушение, убили ее.
потому что ее культ есть и просто Кали Шакти, есть черная Кали, которая, собственно, вот людоедство и прочее практикуется. Это тоже относится к вампиризму. И именно вот такие люди, которые кидались и пили бы кровь, есть, конечно. Есть, но если в древние времена это были люди, обладающие какой-то силой и знаниями, и выпивали жизненную силу других людей и продлевали свою молодость, как, например, Элишбета Батори, дочь Стефана Батори, который был соратником графа Дракулы. Она действительно купалась в крови, и это реальность. Обезумела, видимо. Она была очень красивая женщина, выглядела очень долго молодо. Но когда потом поняли, узнали, нашли трупы служанок и увидели их обескровленные тела, поняли, что происходит, ее заточили. Говорят, что ее душа не нашла покой, и она там криком кричала после смерти, но за нее никто свечку не ставил, и вот она до сих пор мучается. Это тоже вампиризм. Наша известная Салтычиха, которая мучила, убивала сколько-то там сотен своих, значит, крепостных. Это тоже вампиризм. Болью людей наслаждаться, насыщаться их энергией, их страданиями. Тоже вампиризм. Но если в древние времена, повторюсь еще раз, это было внутреннее, вот это было дано, и больше было связи у людей с потусторонними силами, пусть и с темными, и с любыми. То есть они получали эту вот энергию, эти наставления, получали эти, как бы сказать, эту информацию, что и как им делать, каким образом, и выполняли, то в наше время это скорее уже психическая болезнь, чем какая-то потребность или данность, или рождаются вампирами, нуждающимися в крови там кого-либо. Сейчас это может быть только ритуальные вот такие действия, которые, скажем так, в кругах, да, магии, знатоков магии совсем не оправдываются и осуждаются как очень темная сторона, которая не должна быть, и она не нужна. Но нет в этом никакой нужды, в выпивании крови людей и прочее. Нет в этом никакой-либо нужды. Это уже ничего не дает и никогда не давало. Но говорю еще раз, тогда, если были те, которые это делали для каких-то ритуальных жертвоприношений и прочее, и это давало им силу, то вот такая ветвь людей генетическая уже давно не существует. И если сейчас кто-то это делает, это уже, скажем так, психически больные люди. Их надо изолировать, лечить и лучше никогда не выпускать. Потому что это уже совсем иное, чем в древние времена. Но вот именно вампиры как таковые, они были, да, были. Сейчас, может, и есть, но именно в том качестве, в котором были в древние времена, навряд ли. Сейчас вот именно вот эти вот психически больные люди, может быть, есть. Надеюсь, их мало.